Всем привет! Меня зовут Епифанова Елена, я основатель и руководитель учебного центра Sunlook. Сегодня наше первое пилотное видео. Я хочу вам рассказать, почему у ваших клиентов отваливаются ресницы. Существует очень много мифов вокруг данной ситуации. Мастера начинают думать, возможно, клиент активно тер глаза, или, может быть, она умывалась первые 24 часа после наращивания, или, может быть, у нее какие-то гормональные сбои. И начинает клиенту объяснять эту ситуацию следующим образом, узнавая, а вы точно не терли глаза? А вы точно не умывались? Или, может быть, вы поехали в отпуск и активно купались на море, поэтому у вас ресницы отвалились раньше времени. Мастера на самом деле не знают, почему же ресницы отвалились раньше срока. Почему я об этом знаю? Потому что много лет назад, когда я начинала только делать ресницы, это было в 2008 году, я тоже не знала, по какой причине ресницы отваливаются у моих клиентов раньше времени. И думала, и такие же ответы давала своим клиентам, что, может быть, вы их активно терли. В общем-то, я переживала. А теперь представьте идеальный мир, когда ресницы не отваливаются у вашего клиента до тех пор, пока родная ресница не отвалится вместе с нарощенной. Это было бы круто, согласитесь. Такое возможно, даже если клиент трет глаза, даже если она активно умывается или очень любит спать лицом в подушку. Каким образом это сделать, мы сейчас рассмотрим в видео. Итак, что важно? Первый важный пункт – это правильно обезжирить натуральные ресницы, так, чтобы не оставалась никакая грязь или остатки косметики. Мастера часто используют ватные палочки, но вам стоит воспользоваться микробрашем, чтобы хорошо прочистить межресничное пространство. Чем правильнее вы осуществите подготовку натуральных ресниц перед наращиванием, тем лучше искусственные ресницы будут держаться у вас натуральными. Сейчас я вам покажу разницу между ватной палочкой и микробрашем. Почему микробрашем пользоваться лучше при обезжиривании ресниц? Смотрите, ватная палочка в 3 раза больше, чем микробраш. Плюс микробраш имеет маленькие щетинки, которые хорошо прочищают межресничное пространство. Купить его можно в специализированном магазине, где продаются материалы для наращивания ресниц. Золотое правило для всех мастеров – лучше взять клея больше, чем взять клея меньше. Мастера, часто боясь, что работа будет грязная, начинают брать очень маленькое количество клея. Работа, конечно, смотрится идеально. Количество клея просто не видно на ресницах. Но если ваш клиент захочет потрогать ресницы, например, почесать аккуратненько глаз, то все ресницы у него окажутся в руке, и он, наверное, будет не очень рад данному событию. Итак, я вам покажу, как правильно набирать клей на искусственную ресницу. Берем клей. Перед этим его взбалтываем, для того, чтобы все компоненты клея у вас смешались. Выдавили. Теперь я на примере хочу вам показать, что значит маленькое количество клея на искусственной реснице. Берем ресницу, опускаем ее в клей. Опускать ресницу нужно практически наполовину. Недостаточно опустить ее на несколько миллиметров. Второй момент – это скорость, с которой вы вытаскиваете эту ресницу из клея. Вот я вытаскиваю медленно. Если обратите внимание, то создается ощущение, что клея на реснице совсем не видно. Такое количество клея недостаточно, чтобы клиент носил ресницы долго. Поэтому ресницу нужно вытаскивать чуть быстрее. На ней вы должны видеть маленькие капельки, 2-3 штучки. Вот именно такое количество клея и позволит вам сделать так, чтобы искусственные ресницы носились максимально долго. Не бойтесь, что ваша работа вдруг окажется грязной. Просто правильно распределяйте клей по ресницам. И воспользуйтесь увлажнителем и активатором для того, чтобы клей быстрее кристаллизовался на реснице и вы не создавали такие ошибки, как склейки. Следующий важный пункт – это всегда работать на свежей капле клея. Капля клея в течение определенного времени может начать густеть, и мастер просто забывает ее поменять вовремя. Это может случиться как через 15 минут, так же и через 30 минут, и даже через 60. Если вы заметили, что в течение работы капля клея потеряла свою свежесть и начала тянуться, то ваша задача тут же поменять такую каплю клея на свежую. Это основные пункты, которые вам обязательно нужно соблюдать, если вы хотите, чтобы искусственные ресницы шикарно держались на натуральных. Но есть еще один важный пункт, который мастера не делают, к сожалению. Это проверка, насколько искусственные ресницы хорошо держатся с натуральными. Делается она достаточно просто. Вам необходимо взять 2 пинцета. Одним пинцетом взять за искусственную ресницу, вторым пинцетом за натуральную. И просто начать тянуть в разные стороны. Если вдруг вы заметили, что ресницы очень легко отклеиваются друг
от друга, то, соответственно, вам нужно что-то поменять в работе. Либо еще раз обезжирить ресницы, либо начать брать больше клея. И после этого осуществить проверку еще раз. Когда вы тянете ресницы друг за друга, ваши ресницы должны стоять намертво. Если вы сделали хорошую сцепку, то своим клиентам вы можете говорить следующую информацию. Ты можешь умываться, тереть, спать лицом в подушку, пользоваться косметикой, твои ресницы не отвалятся, потому что я проверила, и сцепка, натуральные ресницы с искусственной, замечательные. И ваш клиент будет удивляться, почему к одному мастеру он приходил, и мастер ему говорил: ни в коем случае не мочи ресницы, а лучше даже не дыши. А вы такая вот удивительная мастер, которая сделала ресницы таким образом, что у нее они держатся несмотря ни на что. Если вам понравилось видео и оно было для вас полезным, обязательно поставь лайк и напиши в комментариях, какое бы следующее видео ты хотел, чтобы мы разобрали. Первая тема – это правильное моделирование глаз. Вторая тема – как делать пучки для двойного объема. И третья тема – как правильно делать коррекцию. С вами была Епифанова Елена, основатель учебного центра Sunlook. Увидимся в следующих видео. Пока!